Привет, мои дорогие любители Петербурга! Устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас увлекательное путешествие в простуженный город Петербург. Сегодня мы гуляем по одной из самых старейших улиц в Петербурге, по Университетской набережной. Я вам расскажу про ее историю и про ее здание, а также изюминка сегодняшнего выпуска – это Академия художеств, одно из самых старинных учебных заведений в Петербурге и вообще в России. Мы попадем не только в музей Академии, но и в саму Академию, походим по его коридорам и посмотрим даже внутреннюю церковь университетскую. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть, будет очень увлекательно. Университетская набережная идет от Биржевой площади вот с этими растральными колоннами, которые вы, конечно, все узнали, до площади Дрезины, на которой и находится наш сегодняшний пункт назначения Академия художеств. Продолжительность набережной всего лишь километр с небольшим, и сейчас мы с вами потихонечку всю ее пройдем. И начнем мы с первого здания по этой набережной, дом номер 1, здание зоологического музея. До 1895 года, когда здание было передано зоологическому музею, по этому адресу находился Южный Пакгаус, где размещались склады и помещения для всяких разных экспозиций. Я в этом музее была в детстве, и вот жду, когда дочка немножечко подрастет, чтобы с ней вместе тоже сюда сходить. По мере перемещения между зданиями я вам потихонечку буду рассказывать и про набережную, и про непосредственно эти здания. История университетской набережной в Санкт-Петербурге связана с планами Петра I об устройстве на этом участке земли административного центра города. Вообще, это одна из самых первых улиц в Санкт-Петербурге. В 1710 году стартовало строительство первого каменного здания в городе на Неве, дворца Меньшиков. До него мы еще с вами дойдем. Вообще, когда Петр основал Санкт-Петербург, то именно Васильевский остров был выбран как центральная часть нового города. В тот период набережная представляла собой примитивное укрепление из дерева. Во второй половине XVIII века при Елизавете Петровне и Екатерине II началась грандиозная перестройка набережной, были построены гранитные парапеты, лестницы, спуски к воде, а также появились первые знаковые здания. А сейчас мы с вами видим Кунсткамеру, знаменитый музей, самый первый музей в России. А Кунсткамера была основана Петром I в 1714 году, но здание было завершено только при Елизавете Петровне. Это первый государственный музей, как я сказала. Первоначально коллекция хранилась в Летнем дворце Петра, а затем была перенесена на Васильевский остров. Первая коллекция включала личные собрания Петра I, редкости, привезенные из Европы, этнографические артефакты. Особую известность получила коллекция уродов и редкостей. Это всякие анатомические аномалии, заспиртованные плоды, собранные для изучения. Здание украшает астрономическая башня с часами, которые были выполнены немецким мастером, и часы до сих пор в рабочем состоянии. Кунсткамера – это одна из самых посещаемых достопримечательностей в Санкт-Петербурге. Если вы хотите экскурсию из Кунсткамеры, обязательно напишите мне в комментариях. Следующее бело-желтое строение в стиле классицизм – это здание Академии наук. Построено архитектором Антонио Кваренги в XVIII веке для Российского императорского общества наук. Сейчас здесь располагается Санкт-Петербургский филиал Российской академии наук. За долгие годы набережная неоднократно меняла название и длину. До 1756 года промежуток от здания 12 коллегий до кадетской линии был известен как Наличная линия, затем появилось название Набережная линия, и в дальнейшем набережная именовалась Большой, Кадетской и так далее. Был даже период, когда официального названия и не существовало вовсе. Лишь в 1887 году улица обрела современное название Университетская набережная. Кстати, Университетская набережная стала одной из первых в Петербурге облицованных гранитом. А это памятник великому русскому ученому Михаилу Ломоносову. Он находится у главного корпуса университета, к которому с вами подошли. По указу Петра I на Васильевском острове строится здание для коллегий. Это центральные органы власти тех времен. Система министерств, так сказать.
Работа коллегий министерств продолжалась с 1732 года по 1805 год. Затем здание было передано сначала Главному педагогическому институту, а затем с 1835 года здание перешло во владение Санкт-Петербургского университета. Именно в честь этого университета и была позже названа набережная. А это я хотела снять Исаакиевский собор на противоположной набережной, но контровой свет вообще не дал мне ни одного шанса, так что смотрите на этот прекрасный силуэт и угадывайте его очертания. Следующее достаточно скромное зеленое здание, не поверите, это императорская резиденция Петра II. Да, и такой тоже был. Здание построено Александром Меньшиковым для внука Петра I, обрученного с дочерью Меньшикова Марией. После смерти Петра I была борьба за власть, в которой участвовал и Меньшиков. На него была произведена опала, и здание перешло в казну. В 1727 году, после вступления на престол молодого императора Петра II, дворец стал его резиденцией, но ему было всего 12 лет на тот момент. Однако император умер всего лишь через 3 года, здание использовалось для разных целей позже, а потом стало частью комплекса зданий Академии наук. Как и предыдущее здание университета, этот дворец выполнен в стиле петровского барокко, характерного для Санкт-Петербурга начала XVIII века. Здание было относительно скромным, отражая переходный характер архитектуры от строгих форм к более пышным стилям, которые пришли позже. А мы идем дальше, нам осталось еще совсем чуть-чуть. Это снова здание в стиле петровского барокко. Это здание по адресу Университетская набережная, дом 13, манеж лейб-гвардии конного полка, построенный в 1730-х годах для обучения верховой езде и проведения парадов. Со стороны набережной кажется, что это просто небольшое прямоугольное здание, но на самом деле оно построено буковкой Т, и там в длину идет перпендикулярно очень длинный манеж. Он служил военным и культурным целям, став символом элитного конного полка. Сегодня это памятник архитектуры, сохраняющий исторический облик и напоминающий о военной жизни Санкт-Петербурга XVIII-XIX веков. Мы подходим к одному из самых заметных зданий на Университетской набережной, к дому номер 15. Это дворец Меньшикова. Первое каменное здание Санкт-Петербурга, между прочим, и один из самых ярких памятников петровского барокко. Дворец был возведен в 1710-20-х годах и стал одним из самых роскошных дворцов своего времени. Он служил не только жилым домом, но и местом проведения балов, приемов, встреч с иностранными послами. Меньшиков славился своим богатством, что уж тут сказать, и интерьеры дворца поражали великолепием. В 1727 году, после падения Меньшикова, дворец был конфискован, как и соседнее здание, дворец Петра II, и передан казне. Позже здание использовалось под различные нужды, в том числе как помещение для первого кадетского корпуса. Сегодня дворец является филиалом Государственного Эрмитажа. Он открыт для посетителей, которые могут увидеть интерьеры и экспонаты, отражающие быт Петровской эпохи. Кстати, сходите, там очень даже интересно. Вообще, сам Меньшиков очень противоречивая фигура, он достоин отдельного выпуска. Но я не искусствовед, я просто гуляю. И мы с вами уже буквально в паре шагов от главной нашей цели сегодняшнего видео Академии художеств. Но пока мы здесь, расскажу, что Александр Меньшиков был известен как человек, сколотивший состояние благодаря своему положению, и контраст между его скромным происхождением и невероятной роскошью дворца стал символом противоречий этой эпохи. И вот, минуя небольшой сквер, мы подходим к главной цели нашего сегодняшнего маршрута. Это Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина. Это Российский государственный художественный институт в Санкт-Петербурге, одно из важнейших в современной России высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере изобразительных искусств. Можно сказать, что практически любая достопримечательность Санкт-Петербурга родом из этой академии, потому что именно это учебное заведение подарило нам великих русских архитекторов, скульпторов и художников. Прежде чем войти внутрь академии, еще немножечко спустимся к набережной, побудем у воды
И я вас, конечно же, приглашаю подписаться на свой телеграм-канал, там я бываю гораздо чаще. Также призываю подписаться на мою закрытую страничку Boosty, где вы, выбрав любой тариф, можете подписаться на мою рассылку всяких писем, откровений обо мне, о моей жизни, о творчестве, кто хочет быть ко мне поближе и кто хочет поддержать меня рублем. Я буду вам очень-очень рада. А сейчас мы с вами немножечко еще поговорим про сфинксов на Университетской набережной. Это древние египетские статуи XIV века до нашей эры. Они были привезены в Санкт-Петербург в 1832 году и установлены на набережной в 1934 году по проекту архитектора Константина Тона. Сфинксы вырезаны из розового гранита и символизируют силу и мудрость, а на их поверхности сохранились иероглифы с упоминанием фараона. А все благодаря одному русскому офицеру Андрею Муравьеву, который путешествовал по Египту, увидел сфинксов и был настолько поражен, что уговорил российского посла купить их для императора Николая I. И несмотря на огромную сумму покупки, царь согласился. Впрочем, вернемся к академии. Впервые о создании Национальной художественной школы заговорили еще при Петре I. И, конечно же, столица требовала новых зодчих, скульпторов, художников. Как мы знаем, Петр приглашал большое количество мастеров из Европы, но их катастрофически не хватало. И в 1718 году Петр на одном из проектов создания подобной школы поставил свою, так скажем, царскую визу и впервые употребил на ней слово «академия». Здания академии построены в стиле классицизм. 4 университетских корпуса Института Репина вписаны в прямоугольник, а во внутренней части здания находится круглый корпус со двором, который студенты прозвали циркулем. Давайте же уже скорее зайдем вовнутрь. Мы попадаем в такую красивую ротонду, где есть входы в музей по бокам и прямо вход в университет. Идеи Петра о создании академии воплотились лишь через 40 лет, в 1757 году при Елизавете Петровне. Фаворит императрицы Елизаветы Петровны, граф Шувалов, разрабатывает проект Академии художеств. И, кстати, это вот его памятник там за спиной императрицы в том самом круглом дворике. Надо сказать, что Академия в первые годы была филиалом Московского университета, и буквально через 2 года Шувалов разрабатывает этот проект Академии художеств. Сегодня нам с вами очень повезло, и мы можем посмотреть на Академию не только снаружи, и не только посетить музей, но и прогуляться по коридорам учебного заведения, воспитавшего стольких великих деятелей искусства, которые повлияли на всю русскую культуру в дальнейшем. А пока что в 1758 году первые 36 воспитанников учебного заведения приступили к занятиям. Среди них Василий Баженов, Федор Рокотов, Иван Старов. Первое время занятия проходили в особняке Шувалова в центре Санкт-Петербурга, а сам меценат финансировал работу иностранных преподавателей. Поначалу здесь обучали только 3 предметам: искусство зодчества, ваяние, так тогда называли скульптуру, и художественное мастерство. Позже прибавилась гравюра. Гуляя по коридорам академии, мы будем заглядывать в мастерские, в лекционные залы, где будет такая возможность. И здесь надо сказать, что в коридорах сохранились старинные печи. Здесь вообще дух старины сохранился очень во многих вещах. Но говоря о современности и о факультетах, сейчас в Академии действует 5 факультетов. Факультет живописи, графики, скульптуры, архитектуры и теории и истории изобразительного искусства. А сейчас мы заглянем в один из лекционных залов. Находясь здесь, прям так и хочется сесть за парту, взять учебник и начать писать какую-нибудь лекцию.
Уже через несколько лет после основания Академии граф Шувалов был уволен новой императрицей Екатериной II, и Академия художеств стала именоваться Императорской, а также она получила от новой императрицы нового ректора Ивана Бетского. Он, говорят, был одержим идеей создания какого-то идеального человека, и поэтому при Академии было учреждено воспитательное училище, и в него набрали более 60 малолетних детей возраста 5 лет. Им предстояло постоянно жить при Академии, и чтобы якобы никакое дурное влияние не отразилось на его воспитании и на его результатах. Для этого было решено построить огромное здание для учебы и для жизни. А тем временем я зашла в одну из мастерских, в которых выставлялись работы выпускников Академии. Такая возможность посмотреть на интерьеры Академии и на выставки работ представляется не так часто, раз в год на День открытых дверей в январе. Так что, если хотите сюда попасть, в следующем году welcome. А этот скромный домик – это тоже одна из мастерских, и мы тоже туда потом сходим с вами. Вернемся к истории строительства самого здания. В 1764 году начались строительные работы. Над обликом здания работал французский архитектор Жан-Батист Вален-де-Ламот и его русский коллега Кокоринов. Зодчие создали деревянную модель академического комплекса. Как я уже говорила, в здании вписан круглый корпус, и он помогал ученикам удлинять световой день. Они могли перемещаться с мольбертами из класса в класс. Строительство Академии продолжалось долгие годы. Ее авторы так и не смогли увидеть свое творение. Французский архитектор вернулся во Францию в 1775 году, а Кокоринова обвинили в перерасходе средств, и вскоре он умер от водянки. Основные работы по возведению здания были завершены в 1788 году. А сейчас я вам покажу то, что я вообще была не готова увидеть в подобном заведении. Нет, это не эта грязная дверь. Это настоящий храм, спрятанный в Академии художеств. Церковь Святой Екатерины, домовая церковь при Академии. Церковь была освящена в 1765 году. Она была названа в честь Святой Екатерины, небесной покровительницы императрицы Екатерины II, которая сыграла важную роль в развитии Академии. Домовая церковь служила духовным центром для студентов, преподавателей, сотрудников Академии. Здесь проводились богослужения, а также молебны перед началом важных событий, включая выпускные и художественные выставки. Сначала я думала, что мне удастся посмотреть только через окошко на этот храм, но позже в 13 часов храм открыли, и мне удалось попасть внутрь, но, к сожалению, много поснимать не удалось. В оформлении церкви принимали участие студенты Академии, что делало ее своеобразным учебным проектом. В 1918 году, после Октябрьской революции, церковь была закрыта, ее убранство было уничтожено или утрачено, а помещение использовалось в том числе и как спортзал, чему свидетельствуют и вот эти вот советские снимки. В 90-е годы эта церковь стала одной из первых возрожденных после советского времени и одной из важных перемен в жизни Академии. Уже через 2 года после возобновления жизни храма стало открытие мастерской церковно-исторической живописи под руководством профессора Крылова. Но вернемся в середину XVIII века, и я вам немножечко расскажу о процессе обучения воспитанников. Их делили на 3 возраста: с 6 до 9 лет, с 9 до 12 и с 12 до 15. Образование могло длиться до 15 лет. Наиболее выдающимся учащимся старшего возраста разрешалось посещать специальные художественные классы. Будущие мастера сначала набивали руку на геометрических фигурах, потом копировали рисунки и гравюры, а затем воспроизводили гипсовые слепки с античных скульптур. В начале XIX века была сооружена лестница, которая вела из главного здания в воспитательское училище. Благодаря президенту Академии художеств Алексею Оленину и архитектору Константину Тону парадный вид приобрели центральные интерьеры Академии. Тон был выпускником Академии и получил задание обустроить новый конференц-зал, античную и картинную галерею. Интерьеры Тона сохранились в Академии и по сей день.
Кстати, здание Академии художеств венчает богиня Минерва, покровительница искусств. Она была установлена на куполе в 1786 году, но вскоре деревянная статуя была уничтожена ударом молнии. Ее сменила гипсовая скульптура, но в 1900 году она пострадала от пожара, и в 2003 году на куполе появилась третья по счету Минерва. А поднявшись на самый высокий этаж, из окна Академии можно увидеть крест домовой церкви Святой Екатерины, в которой мы только что с вами были. Что интересно, что с земли этот крест увидеть вообще невозможно. Первоначально на третьем этаже Академии располагались жилые помещения. В наше время на третьем уровне музея хранятся макеты знаменитых зданий Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть нереализованные проекты, например, вот эту колокольню Смольного собора, которая никогда не была построена. Сердце любого учебного заведения – это, конечно же, столовая. Об атмосфере дореволюционной столовой Академии художеств мы можем узнать из книги Владимира Милошевского «Воспоминания художника» 1914 года. Я немножечко ее процитирую. Вся атмосфера академической столовой была родной для академистов. Мы сидели в ней после дневных занятий, болтали, обедали, пили чай, рисовали в столовских альбомах, пока ровно в 5 часов не прогремит звонок к рисунку. Состав учеников Академии был довольно пестрым и по социальному, и по финансовому положению. Тут были и хорошо зарабатывающие молодые художники, и архитекторы, и юноши, не нуждающиеся ни в каких заработках, сынки состоятельных родителей. Тут были юноши-интеллигенты с весьма скромными средствами, и были остро нуждающиеся дети бедняков, пробивающие дорогу собственными руками и талантами. А у преподавателей и профессоров был свой отдельный зал, как тогда, так и сейчас. Он находится на возвышении. Это фото 1935 года, уже после революции. А это фото преподавательской столовой уже зимой 1942 года. Во время блокады многие преподаватели и работники Академии перебрались туда и постоянно там жили, и Академия стала для них настоящей крепостью. И, конечно же, она выстояла. Если говорить о советском времени, в 1918 году Академия художеств была упразднена как императорское учреждение. В ее стенах была воссоздана Высшая художественная мастерская, а затем Институт пролетарского изобразительного искусства. В 1932 году он получил новое название Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. И в 1944 году институту присваивают имя Ильи Репина. А вот и сам Илья Репин в своей мастерской. Это, кстати, фото еще дореволюционное. Репин был и выпускником Академии, и его преподавателем. В советское время Академия стала центром социалистического реализма и официального художественного стиля СССР. Художников и студентов обучали создавать произведения, отражающие идеалы рабочего класса, героизм советского народа и достижения социализма. А сейчас мы плавно переместились в музей при Академии, который был создан практически одновременно с Академией. Музей хранит гипсовые слепки античных скульптур, картины русских и европейских мастеров, а также архитектурные проекты, в том числе нереализованные в Петербурге, о которых я говорила ранее. Но что меня поразило, это вот этот небольшой конференц-зал. В этом зале студенты защищают свои дипломные работы. Также здесь проводятся редкие концерты и конференции. Я была просто счастлива оказаться здесь. Главным украшением интерьера конференц-зала является роспись плафона диаметром более 17 метров, выполненная профессором исторической живописи Шибуевым. Это многофигурная композиция «Торжество на Олимпе» по случаю водворения изящных искусств в России. Эта роспись заслуженно причисляется к лучшим образцам отечественной монументально-декоративной живописи XIX века. Также в зале много скульптур и портретов, и к тому моменту, как я там была, еще не убрали елку, и вот эта круглая форма, все это вместе просто потрясающее ощущение создает, как будто я в Хогвартсе, я не знаю, в какой-то сказке. Святая святых культурной столицы, и вообще, как я здесь оказалась, я сидела просто и не дышала. Также к залу примыкают две боковые галереи, Рафаэлевский и Тициановский зал, где проходят временные выставки.
А сейчас мы с вами прогуляемся по основной экспозиции музея, где в основном представлена живопись и немного скульптуры. Вообще значение музея заключалось в том, что он должен был воспитывать будущих художников на совершенных образцах искусства. Основу собрания музея первоначально составили экспонаты, переданные, собственно, Шуваловым, который был первым куратором Академии. В перечне авторов картин указывались имена Рафаэля, Веронеза, Рубенса и многих других великих мастеров. С них писали копии, и эти копии мы с вами видели, когда гуляли по коридорам Академии. На протяжении 18-19 веков коллекции музея пополнялись за счет подарков меценатов, членов императорской фамилии и работ выпускников. С 1859 года музей стал общедоступным. За это время много экспонатов было передано в Эрмитаж, но и сейчас здесь есть на что посмотреть. Я не попала на выставку слепков, которые на самом деле обладают большой ценностью, их целых 33 зала, но я думаю, что обязательно посещу их в следующий раз. А также я не попала на выставку архитектурных моделей Санкт-Петербурга, потому что она была закрыта, потому что 3-й этаж сейчас находится на ремонте. Но сегодня мы с вами еще попадем в один очень интересный уголок, так что не переключайтесь. А пока я вас приглашаю подписаться на мой канал, поставить обязательно лайк, потому что это очень любят алгоритмы YouTube, чтобы продвигать мое видео. Я и сама не заметила, как простые прогулки с ребенком на моем канале превратились в такие масштабные документальные истории с перерыванием большого количества материала. Это занимает огромное количество времени и сил. И если вам нравится то, что я делаю, если вы смотрите мои видео, слушаете мои песни, если вас это все как-то вдохновляет, вы можете поддержать меня донатом на страничке Boosty или на страничке Яндекс Чаевых. Я все ссылочки оставлю в описании. Буду очень-очень рада. А сейчас из окна Академии мы видим один из старейших садов Васильевского острова, сад Академии художеств. Сейчас там проводятся ремонтные работы. Мы с вами в этот садик обязательно сейчас зайдем, потому что нас интересует удивительная мастерская, которую мы сегодня посетим в последнюю очередь. Мастерская батальной живописи Академии художеств. Это большое стеклянное здание в академическом саду, к которому пристроена собственная конюшня. Батальная мастерская в Санкт-Петербурге уникальна, потому что лошадей нет ни в Институте искусств во Флоренции, ни в Париже. Батальный жанр сформировался в Европе и утвердился в России в XVII веке и считался наиболее привилегированным и высшим жанром. Тогда это было связано с государственной необходимостью, создавалась героика войны, некоторый пафос вокруг нее. И, конечно, это было достаточно сложно. Помимо композиции сражений, художникам требовалось изображать природу, архитектуру, оружие и амуницию. Конюшня при Академии художеств была создана во второй половине XIX века. Студенты изучали достаточно непростую анатомию лошади, как она ведет себя в движении. Иногда позировали для студентов собаки и быки. Эту конюшню посещал даже знаменитый автор конных скульптур на Анечковом мосту Петр Клод, который очень долго мог сидеть карандашиком, зарисовывать что-то в этой конюшне. Он был вольным слушателем Академии художеств. После революции жанр пришел в упадок, но в 1996 году мастерская была возрождена. Сейчас конюшня при Академии художеств радует не только студентов. Уже много лет на ее базе работает конный клуб, профессиональные инструкторы которого обучают верховой езде как взрослых, так и детей. Во всяком случае, так было еще совсем недавно. К сожалению, при проверке на Яндекс.Картах я увидела, что конюшня якобы больше не работает. Но, видите, если лошадок выгуливают, значит, они все еще там живут. Если вы что-то знаете о судьбе этого конного клуба, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я очень хочу прийти туда в теплое время года, и, может быть, закончатся ремонтные работы. Сейчас вход в сад закрыт, и нас пустили только в мастерскую, и вот так вот одним глазочком поглядеть на лошадок. Мне доставило огромное удовольствие посещение этого храма искусств, каждый уголок которого достоин отдельного выпуска, и я невероятно кайфанула, делая этот выпуск. Надеюсь, вы тоже досмотрели его до конца. Я буду рада вашим лайкам, вашим донатам, вашим комментариям, и до встречи в новых видео. Пока-пока!